Овны, я приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш второй прогноз на сентябрь 2024 года. Мы с вами вступаем в новый цикл, в новые энергии. Будет интересно посмотреть, чем для вас ознаменуется этот месяц, какие перемены произойдут, что стоит запланировать. Ну и в целом прислушайтесь к совету карт. Возможно, это вам позволит улучшить прожитые дни и сделать их более яркими. Хочу вам напомнить, что обращайте внимание, пожалуйста, на визуальную прорисовку арканов, так как помимо того, что я вам озвучиваю, дополнительно будет идти ваша, так сказать, индивидуальная, точечная информация. В особенности, если у вас хорошая интуиция, вы с ней ладите, то сможете получить в плане информации значительно больше. Итак, Овны. Колода немножечко, сами карты, как вы видите, изгибаются. Не совсем комфортно их тасовать, но тем не менее, я уверена, это не станет преградой для получения информации. Настраивайтесь и приступим. Итак, основные энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Сейчас пододвину арканы, они все перед вами. И приступаем. Основные энергии месяца у вас здесь ложится десятка жезлов. То есть для большинства из вас это будет месяц активности, загруженности. Почему? Потому что это, знаете, как аврал. Для кого-то, возможно, начинается обучение в школе, и вы будете заниматься вашими чадами. Для кого-то обучение в университете, для кого-то просто интенсивный напряженный период, как аврал на работе. То есть будете здесь загружены многозадачностью, потому что десятка жезлов — это успевать все и сразу, это нести на себе бремя ответственности и тех обязательств, которые есть перед вами. Посмотрим, в какой нише это в большей степени отразится на вас. И по рыцарю чаш это может касаться командировок, передвижения, перемещения, переезда. Еще по этим картам это рассмотреть ряд для вас интересных предложений. В особенности они будут касаться работы, социальной активности, потому что десятка жезлов и рыцарь чаш — это, знаете, как большое количество коммуникаций и, как следствие, преодоление, может быть, каких-то преград в установлении контакта с заказчиками, с коллегами, с вашими партнерами или в целом просто с новыми людьми. То есть вы будете зациклены непосредственно на этом. Вопросы работы. И здесь у нас ложится паж монет. По пажу монет это обретение нового опыта. И карта здесь может быть дуальной, а именно, как вы можете обретать новый опыт, то есть новые навыки, чему-то обучаться, познавать, копить эти знания, так и можете ими делиться. То есть кого-то обучать. В особенности вам могут здесь дать стажера, или если вы работаете сами на себя, это могут быть новые клиенты, новые ученики, новые заказчики, и вы будете получать новый опыт от взаимодействия с новыми людьми и их запросов. Но так ли это? Давайте с вами раскрывать. Оценим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать по ряду причин не может. Паж монет и девятка жезлов — это ситуация, когда вы для себя будете нарабатывать новые знания, новые навыки для того, чтобы впоследствии их монетизировать. Потому что даже дно колоды у вас здесь ложится аркан сила, то есть то, что впоследствии вам даст силу, поддержку и возможности реализации ваших планов, ваших талантов. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, то паж монет и десятка чаш — это признание ваших успехов в коллективе, вашего авторитета. Это ситуация продвижения по карьерной лестнице. Опять же, здесь может идти расширение штата, и вам действительно в обучении могут дать новых учеников, так сказать, новых коллег, которых вы будете обучать или инструктировать. То есть здесь это ляжет на ваши плечи. Если вы у нас являетесь соискателем, то паж монет и семерка жезлов — это правдами и неправдами добиться успеха, потому что, вообще паж монет сам по себе — это у нас, безусловно, карта стажировки, трудоустройства, а семерка жезлов — это адаптироваться в новой среде, то есть противостоять каким-то сложностям, преградам, то есть эмоционально войти в новое русло. Здесь у вас положительные арканы.
Если вы владеете собственным делом, то для вас открываются более масштабные перспективы, потому что и паж монет, и карта мир для кого-то это в прямом смысле слова как зарождение нового детища. То есть это может быть новый бизнес-проект, новое партнерство, новые товары, услуги, которые вы можете предоставлять, расширение вашего дела, вашего предприятия. В особенности, если так или иначе ваша деятельность может быть связана с обучением, то здесь вам не будет равных. Будет очень, так сказать, успешный месяц, и это даст свои плоды и результаты. По финансовой стороне вопроса. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей – хороший заработок за счет вашего мастерства, потому что здесь вы выступаете экспертом. Даже если вы наемный сотрудник, все равно на вас возложат больше полномочий, больше ответственности. Да, это может позитивно отразиться на вашей заработной плате, будь то там бонусы, премии, какие-либо там дополнительные дотации или, может быть, какая-то компенсация от предприятия. И если же вы работаете сами на себя, то здесь, знаете, как что посеешь, что пожнешь, или сколько усилий труда приложите, столько и заработаете. Но в первую очередь это деньги через ваше мастерство, то есть ваша квалификация будет, безусловно, влиять на ваш заработок. И чем активнее вы ее прокачиваете, тем больше вы зарабатываете. По состоянию здоровья здесь ложится карта Луна. Луна у нас зачастую это не совсем стабильное положение вещей, а именно, то есть может быть и перепады по самочувствию, потому что и погода может меняться, особенно кто метеозависим. Опять же, здесь может идти незначительное нарушение гормонального фона, у кого-то перепады в плане настроения, потому что Луна у нас также отвечает за психоэмоциональное состояние. Единственное, что в положительном аспекте, это вопросы зачатия или деторождения. То есть для тех, кто к этому стремился, этого хотел. Вопросы личной жизни. А здесь у нас ложится 7 монет. 7 монет – это ситуация, когда вы, знаете, как пристально к чему-то готовитесь, присматриваетесь, может быть, к какому-то конкретному кандидату, кандидатке, потому что здесь как подготовительный этап к кардинальным переменам. Будем смотреть, что здесь по факту, потому что все вы абсолютно разные. Мы в первую очередь оценим ситуацию для тех, кто у нас сейчас свободен. И что мы здесь видим? 7 монет и королева монет. То есть здесь в первую очередь для мужчин может отыграться ситуация знакомства с женщиной земной стихии, телец, дева или козерог. Но, так сказать, вы пока будете присматриваться, держать дистанцию, посмотреть или оценить, насколько для вас это перспективно и что эти отношения вам могут дать. Если меня смотрят девушки и женщины, то здесь 7 монет, 6 жезлов. Это, знаете, как дождаться принца на белом коне. Потому что это карта победы, это знакомство. И неважно, оно через интернет, либо оно в поездке, в дороге, или в целом ситуация, когда неожиданно для вас кто-то к вам проявился. Потому что по 7 монет это ситуация, когда кто-то длительный период к вам присматривался. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках. А вот здесь 7 монет и 5 жезлов – это, так сказать, затянувшаяся борьба. А именно конкуренция, вопросы соперничества с вашими оппонентами или конкурентами. То есть это попытки отстоять свое право на продолжение текущего союза, текущих взаимоотношений. Для тех же, кто у нас в стабильных связях, у вас здесь по тузу монет. Это ситуация в какой-то степени, какую железо пока горячо. В положительном аспекте 7 монет и туз монет могут говорить действительно о зачатии и продолжении рода. Для тех, для кого это не актуально, то 7 монет и туз монет в рамках сентября месяца вы можете активно работать с целью приобретение чего-то существенного для вашего союза, для вашей семьи, потому что это серьезные материальные вложения. То есть кто-то может взять жилье в ипотеку, кто-то купить автомобиль, кто-то еще какие-то дорогостоящие вещи. Но в любом случае это то, что сплочает, вас радует и дает вам какую-то общую комфортную материальную базу. По совету. Здесь у нас ложится рыцарь монет. Это такая некая позиция, тише едешь, дальше будешь. То есть здесь не форсируйте события, несмотря на то, что период ретро-меркурия у нас уже завершен. Но в сентябре у нас стартует коридор затмений, такое очень значимое время, которое несет свои энергии, свои перемены. Об этом мы с вами поговорим несколько позже. То есть здесь, знаете, как поэтапно, по чуть-чуть прокладывать себе путь к своей цели, к своим желаниям и к своей реализации.
Оценивая картину в целом, давайте с вами обратим внимание, что наиболее значимая у вас будет все-таки сфера здоровья. В остальном это такой, знаете, легкий, комфортный, проходящий месяц, который вас готовит к каким-либо переменам. Посмотрим еще неожиданность периода на картах. И здесь у нас башня, письмо и мужчина. Дно колоды солнца. То есть для вас это будет положительное решение вопросов, в первую очередь юридического характера или просто вопросы бюрократии, потому что башня, письмо, мужчина – это благодаря знакомому или человеку, так скажем, со стороны знакомый знакомого. То есть это личность, которая вам поможет в решении каких-то вопросов, связанных с документами. То есть, может быть, ускорит процесс получения каких-то документов, перевыпуска, или наоборот, если вы там делаете какую-то постановку на учет, или решить какие-то вопросы в земельном кадастре, или, тут все что угодно может быть, начиная от ЖЭКа или каких-то иных госструктур. То есть это, знаете, подписать, перезаписать, например, кто-то прописался, кто-то выписался, то есть кто-то решает проблемы с лицевыми счетами. То есть это все, с одной стороны, такое, знаете, как бы бытовое, суетливое, но тем не менее важное, которое отнимает у вас много времени и сил. В целом, если еще смотреть, с точки, допустим, зрения личной жизни, то данная связка карт может говорить на некое отчуждение друг от друга не по причине того, что вы там не любите, а письмо и мужчина здесь как многозадачность. Это будет связано с работой, с теми проектами, которые по работе у вас идут. Вот такой период, мои хорошие, от вас жду обратной связи, поэтому не забудьте написать, как отыгрался месяц, какие изменения у вас произошли. Я все равно вам закрываю все в положительном ключе, чтобы только замечательные моменты отыгрались у вас в рамках месяца. Но в любом случае будет всегда, знаете, как интересно послушать, посмотреть, почитать, что у вас там происходит и какие энергии входят в вашу жизнь. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.